Luiz, И мы Miguel, переключаемся take it away. с игрой, я так понимаю. Да. Okay, Luiz, you there, buddy? Как вы видите, There we are. You want to introduce Такой yourself, or you want me to go first? интересный такой этот сравнение по сравнению с другими спидранами в целом. Мы, как правило, привыкли видеть, что обычно спидранеры между японской и американской версией всегда выбирают японскую. Yeah, I'll do my best. И Мегамен это такое частичное исключение из правил, где американская версия гораздо быстрее, чем японская. Just knows this game back and forward and is really good with zero stuff, so Потому что японцы очень сильно любят своего Мегамена, в отличие от американцев. И зачастую пихают в него дополнительный контент, который не несет такой большой нагрузки, но значительно украшает игру. if we just work together. Например, в японском Mega Man X4 есть озвучка боссов, How are you feeling, Luiz? которые после текстбоксов говорят некоторые фразы, I believe it is. и это затягивает игру. No shooty pew pew. Just Американские же эту озвучку вырезали, и поэтому она гораздо быстрее будет. start the timer and we can start off with the commentary. В Mega Man X4 впервые появилась полноценный персонаж Zero. Он был еще в X3, но в X3 он нужен только для того, чтобы у него отобрать меч ближе к концу игры. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поэтому мы берем Alright. в этой игре его сделали полноценным персонажем, и у него своя сюжетка. Exactly what's going on. I know it's И pretty я надеюсь, мы увидим кульминацию этой сюжетной линии за Zero. Надеюсь, что Луис не будет ее пропускать, если вы понимаете, о чем я. Первый уровень, как и полагается всем иксам, это просто коротенький стейдж, в котором в конце будет босс. Mega Man X4 это первая игра для PlayStation, и здесь полностью переделали всю концепцию Мегамена, перерисовали его, сделали другую физику и вообще значительно подтянули геймплей. В этой на PlayStation появляется такое разделение уровней на две части. Zero is an all-tech Да. character. X is a long-range. I'd say like the easiest way После to put it каждой is половины X уровня is происходит загрузка, и the, like, это такой mode, чекпоинт, с которого мы сможем дальше продолжать, если вдруг hard mode. потеряем все конты или You very что-то вроде того. close and end up bonking a lot on enemies and lose a lot of health pretty quickly. But once you put Zero in the hands of a professional, he'll rip bosses Тут apart. мы встречаем Айрис, это главный персонаж в этой игре, второстепенный, который станет нашей помощницей. Ну, сюжет здесь довольно такой типичный для любого аниме там 90-х годов. Да и в целом для серии Мегамена. Это был первый босс, There's a couple of bosses тупительный. to do this. Он очень простой. Sounds pretty simple as long as you know. Достаточно его просто побить. Встречаем полковника, колонел, который, по сути, занимается всем тем же самым, чем и занимается команда XI Zero. Но And the question is, when is it not? так случилось, что эти две команды стравили между собой, и мы будем Still stream me? частично против них же сражаться. А Айрис — это родная сестра того полковника. Turn my brain off. Получается, Айрис работает на два фронта, если уж так говорить. Первый уровень мы из всех боссов выбираем Джет Стингрей, хотя, по сути, он не такой уж важный. So I guess Э, То есть, победив здесь босса, мы не получим чего-то
супер полезным для себя. Просто проходим этот уровень, потому что он гораздо такой неприятный, можно сказать. Этот уровень полностью автоскроллерный. Мы ездим на скутере, как в Mega Man X2 был частичный элемент с этими скутерами. Если мы просто дышимся вперед для того, чтобы лететь быстрее, мы можем стрелять из этого скутера, но кому это нужно, когда... Оу! А вот и причина, почему этот уровень проходит первым. Для того, чтобы можно было как можно быстрее ресетнуть и начать другую попытку. If one of your air dashes happens at a different place than you're used to, you're completely locked into that animation. So if there's a wall or a pitfall coming up, на этом уровне это категория 100%, поэтому мы будем собирать все, что есть. Мы уже подобрали Life Up, так называемый. И у нас увеличилась шкала здоровья. Мы прошли первую часть этого уровня, загружается вторая. И во второй части все то же самое. Тоже просто делаем дэш. Делая дэш на врагов, мы можем наносить им высокий урон. Поэтому мы пользуемся им. Это гораздо быстрее и гораздо больше урона мы наносим врагам. Поэтому мы практически даже не стреляем здесь. Даже не практически, а Луиз вообще не стреляет. Но я предпочитаю все еще... Лично я для себя предпочитаю еще стрелять. Для того, чтобы можно как больше хп сохранить. Сейчас тут неудобный такой E-танк. Если о нем не знать, то ты его пропустишь. 100%. И первый босс, Джастин Грей. При битвах с боссом и вообще мы используем такую механику. Не механику, а что-то вроде глича, который называется /dash cancel или что-то вроде того, я не помню уже. Дело в том, что у Zero стандартная серия атаки — это тройной слэш его саблей. Но после первого взмаха сабли мы можем отменить всю комбо с помощью кнопки Dash. И нажимая быстро взмах мечом, Dash и взмах мечом, то есть быстро миксуя между собой эти кнопки, то мы можем делать супер быструю серию атак, которая гораздо быстрее убивает врагов. Луиз... Оу. Что-то совсем все идет не так, как должно быть. Ему, во-первых, не попался паттерн, который ему обычно попадается. И он умер на самом первом боссе. Луиз тоже посмеялся и говорит, это, говорит, марафон. Это 100% говорит марафон ран. Все, что, говорит, должно было таки. Ну, сейчас я уверен на 100%. После... Вот. И он делает слэш dash cancel. Если не руинить эту механику, эту технику, точнее, не будем называть ее механикой игры. Если не руинить эту технику, то можно очень быстро босса убить. Главное встать к нему как можно ближе и не сбивать темп. В отличие от Икса, Зеро не получает оружие от каждого побежденного босса, он обучается своим новым техникам. Всего здесь 3 уровня с полезными техниками. Это вот первый из них, Магма Драгон. Это одна. И следующие еще 2 уровня мы будем проходить для того, чтобы получить именно необходимые техники для прохождения. Все, что остальное мы будем получать, это все шелуха, и она практически не нужна. И игру можно легко проходить спидраном, не используя те техники.
keeps it working casually, and then В этом also уровне gives us a ничего big такого point тоже of, нет интересного. of abuse to make the game kind of crumple under a little bit Видим of pressure. дверь, снова ее That's kind of what можно Type было Zero is. за It's слэш a damage machine. дэш канцелить. As long as you can keep your spacing Ну, properly, Zero can shred. а после Jet Stinger мы получили технику, которая быстрее, Just the bosses in general, I mean. короче, бьет эти Have very двери. awful patterns. Обычно проходили именно вот этот уровень первым. Just at their mercy, И unfortunately. сейчас переделали раут. Yeah, nice first try. И со старым раундом приходилось Halfway through Dragoon, быстро бить двери. this is the first Дэш stage канцелом. where order really matters. The Ryu engine, it's Сейчас мы садимся в меха. from Dragoon. И это такой единственный уровень, наверное, где можно в мехе убивать босса. Это очень сильно облегчает. Очень сильно облегчает босс-файт. Но спидранеры не используют его. Магма Драгун — это такая полноценная отсылка к стритфайтеру, потому что он использует шарюкен и хадукен, и также к специальным техникам из X1 и X2 и в X. Мы получаем новую технику, Ryu Engine. Теперь мы можем делать огненную саблю взмахом вверх. Следующий уровень — это Киберпавлин. Один из самых интересных таких уровней в этой игре. Один из моих любимых. В этом уровне нужно не ошибаться в плане мувмента практически. Как мы видим, за нами такое что-то вроде прицела такого летает. Если мы будем долго стоять, то в конце отрезка уровня нам дадут ранг А не С. Ранг С позволяет... Ранг С позволяет зайти в такую секретную комнату, в которой будет следующий апгрейд, который необходим нам для 100%. Мы получаем ХП дополнительно. И в следующей комнате мы получаем Е-танк. Ну, конечно же, если в игре появился wall-jump, то нужно сделать как можно больше вертикальных элементов в игре. Здесь очень много вскарабкивания именно по стенам. Во второй части уровня уже не будет таких отрезков, в которых будет учитываться наш ранг прохождения. Но здесь игры с гравитацией. Частично придется будет ждать, нужно будет ждать, когда шар скатится по наклону поверхности. Шире открывает нам путь. The air dash boots are probably like the most like meh. You get an air dash and a hover. The hover makes the final Sigma fight a lot easier. И с боссом. Босс достаточно легкий тоже. Самый лучший паттерн — это если он встанет где-нибудь у стены и выпустит свои перья для... которая будет самонаводиться, и в это время павлин не будет исчезать, и мы сможем нанести ему гораздо больше урона, чем после каждой его другой атаки. Вот эта атака. Изи босс. Ну, здесь, в принципе, все боссы легкие, если подобрать подход. That was decent. I'd say that was an average Peacock RNG.
Right. I believe you. If you tell me it's reasonable, it looks reasonable to me now. Получаем следующий скилл. И следующий уровень, That is a split mushroom. We'll have an который elevator мы будем stage, проходить, это Split Mushroom. Это into it, so we последний can уровень, situation. который важен для Talk a little bit about how для именно спидрана, It's a very, для very получения broad, всех дополнительных platform возможностей. segment coming up, and X, it's a lot easier to get through some of these areas. Если я Zero громкий, does вы мне have some скажите, я tools to do it, потише but, чуть сделаю. Мне как бы X не has трудно. a few more tools just because kind of the way he's kitted out, and he comes to Split Mushroom last, I believe. So he has everything except for Spear Body or Здесь видно, что левел-дизайнеры This stage, I would say, is probably the старались hardest stage as far as movement над goes. The оформлением vertical стейджа. platforming is really precise, and there's a lot of enemies that you have to weave your way through in the process. Yeah, even casually, this place will give you a lot of pushback, even when you're not trying to get through it as quickly as possible. Even Еще though that больше ends up being the вертикальных best solution, элементов is to just try and get through this в дизайне as quickly as стейджей. possible, honestly. A lot of these И enemies сейчас hit будет hard, hit fast, мини-босс, all in the way. которого можно скипнуть, You got- Really если climb играть there за quickly. икса. Oh yeah, that climb was fantastic. So if you Но haven't Zero seen this этого не mini-boss умеет. for the first time, I guess you haven't seen Поэтому Zero speedruns, 'cause X just skips мы it сделаем all the крутой time. квиккилл, So we're actually gonna если, have to deal конечно, with him. у него все получится. Этот квиккилл очень такой тонкий. Внизу шипы, которые, Luiz is, на которые, если мы встанем, мы сразу же own умрем. iframes to be able to stand Поэтому on these Луис fights, which are получает usually insta-kill. дамаг, That he's able to do и revenge and follow it up, пока идет keeping кулдаун, the он saber and the старается hitbox all нанести the time. как можно больше урона. What is basically ends up being a Замахами. Shoryuken can be По very мини-боссу. powerful and is a lot of utility. Еще один крутой элемент с подъемом на башню. One thing I forgot to mention about the Ryu engine and with Но X's больше fire крутого attack дизайна. as well is that, or his charge fire attack, is that they do damage per frame, and mini bosses don't have iframes. So once you use that, if your saber stays inside its Хэтфилд spot, как раз you объясняет, can что у shred it мини-босса instantly. не It's the было best way to take care of all the mini-boss, the obnoxious айфрейма, bosses. так So we got a называемого. pretty long elevator here. В We общем, can probably после do that in a couple of того, как мы нанесли ему урон, You got something to say, Ed? мы Nope. нет никакого кулдауна, и мы можем продолжать наносить ему урон. Поэтому некоторые атаки, используя некоторые атаки, мы можем наносить каждый фрейм ему урон. Еще больше автоскроллерных элементов. Здесь камера залочена на лифт. Чисто теоретически мы можем подниматься выше, но вот эти стены не подходят для волджампинга. И ближе к концу мы можем уже проскочить сразу до триггера с комнаты с боссом, пока лифт поднимается. Victory and recovery. Thank you to GDQ and PCF for all your work, and I look forward to the rest of the marathon. Босс Грипп I'm glad you detected that early. Thanks for sharing. с такими, So we're gonna switch back over to Split как Mushroom сказать, here, who's splitting all over the интересными place. элементами. You want to give a quick explanation, Hetfield, before we kill him? Yeah, the first fight here is pretty straightforward. You just, Тоже легкий босс. whichever one sparkly is the real one. Можно было его убить Repeatedly hit him with air slash. That's basically the whole немного fight. быстрее, но Yeah, a lot of these bosses kind of cycle between Ладно. having to fight them in a really unique way and melting them with a SDC. теперь прохождение, So the technique that Zero gets очередность from прохождения Split Mushroom is боссов called the вообще dual не fight. важно. Actually, two Мы techniques получили for практически все, что sorry, нам нужно Boo in the English version. для He gets a double прохождения. jump, but in addition to that, his normal air slash that you've been seeing Здесь is должна была replaced быть completely by a new дополнительная air битва, slash that's like a которая есть circular за икса, pizza cutter но этой битвы не slash. произошло. If you've seen Мы просто if you've посмотрели seen катсцену. Run, that's the air slash they use to fly to the Надеюсь, moon. все успели ее разглядеть. And it's sort of a double-edged sword because it does less damage Теперь to Луиз some проходит bosses уровни per instance than the normal air slash, but it does как damage можно per frame. дальше. So against many А, bosses с or конца, можно bosses сказать. with glitched Хотя frame очередность, я rates, повторюсь, не can важна do вообще. a ton of damage. So the slash beast fight or stage here, something we didn't mention is that in this game Zero has hit lag with most of his saber slashes.
Здесь нужно просто успевать перепрыгнуть на другой вагон. Если мы упадем, все это инста-дев, можно сказать. И, кстати, была еще одна из причин, почему ран за яйца медленнее, чем за зеро, потому что нет дополнительной битвы. Сейчас будет еще один мини-босс. У этого мини-босса тоже также нет айфреймов. Мы сможем просто его заролить. Роллинг слэш это называется. Когда вращаемся в воздухе и машем саблей. Тоже крутая механика Zero. И используется практически в каждой игре, в которой он присутствует. Facing the same direction, and it's actually really hard to time in the middle of all the hit lag that's happening from your repeated instances of damage. Yeah, because as you can tell, while he's doing the normal jumps, it kind of cycles around him. So he has to kind of spin back and forth to keep the back of the blade hitting what he wants. It's a pretty interesting technique. It looks really cool, but в принципе, стейдж достаточно скучный. Without kind of like whiffing too many. Только битва с боссом может быть немного неприятной, потому что он не стоит на месте, как правило, и использовать нашу крутую технику с отменой взмаха сабли может быть не очень удобно. Ну и битва с боссом. So the slash beast fight, there's pretty much nothing to this fight strategy-wise. Luiz is just going to. Хэтфилд говорит, что для этого босса вообще нет никаких стратегий. Просто бьешь как можешь. Ему повезло. Это я вообще в первый раз вижу, чтобы этот зверь так легко поддался. Получаем еще один какой-то скилл, который нам не нужен, в принципе. Следующий стейшн проходит в RUSC Battles. Это такой... Он здесь Frost Ballers называется. Это в японском Battles. На этом стейдже есть на фоне отсылки к предыдущим играм. Вот, например, в самом начале стоит бык из Mega Man X3. Это такой уникальный стейдж по своей сути. Во-первых, здесь два дополнительных апгрейда, которые, обычно в Мегаменах делается в каждом стейдже Life Up один. И, возможно, какой-нибудь E-танк или W-танк. В этом стейдже есть еще дополнительный апгрейд. Я не помню, правда, что он дает, но, по-моему, он повышает твою шкалу энергии в зависимости от того, как ты получаешь урон. Мини-босс. Этот мини-босс тоже легкий, если найти к нему подход. Сейчас мы будем ждать какое-то время. И наносим... О, нет, не получилось у него за два взмаха убить его. Даже за 3 не получилось. Это точно марафон ран. Все, убили его. Вот там внизу, там был застывший чил-пингвин из Mega Man X1. Это единственный стейдж в игре, в котором используются две разные звуковые темы. То есть в первой части была одна музыка, во второй части стейджа другая музыка. Сейчас где-то в льдах мы найдем W-танк. W-танк повышает нашу шкалу энергии. Главное не останавливаться. Эти вот летающие
непонятно кто. The reason you're Они seeing могут Luiz заморозить jumping экран everywhere and avoiding полностью, dash и as much это as задержит possible is нас there's actually на like a пару long секунд. startup of what is it, like 7 frames for a dash. So if you hold down dash and jump, you'll get dash speed in the jump, but you won't have to deal with wasting that 7 frames. It feels like just a Босс, small amount if you're босс saying Морж 7 frames at it, but тоже you have to достаточно remember легкий. that's every single dash, and that adds up really quick over Мы просто будем even бить его a shorter, нашим огненным, speed run like this. огненной саблей, So Frostbolt, потому что она самая эффективная. being an ice maverick, is of course the fire attack through the engine, and you basically, just hit him with it a couple times. Right here, he gets an iframe reset when he changes his animation, and then here Luiz is doing a backwards revenge in order to get less. Осталось 2 босса прийти. Yeah, that's kind of like what I was speaking with earlier with X3, where they hit with the back of the saber. He's just tapping it with the back of the hitbox and then flying out of the boss so it doesn't do that cinematic slowdown. После этого босса эти тоже давали такой полезный навык для Zero, где мы можем бить ледяным мечом вниз. Мы будем использовать его в одной битве, только в одной битве с одним боссом. Уровень с пауком, самый первый в списке. Это, наверное, самый первый стейдж, с которым все знакомятся, когда в первый раз запускают Mega Man X4. И сразу же с него сгорают. Тоже прикольный стейдж. В отличие от предыдущих стейджей, здесь лайф-ап спрятан в куске дерева, которые необходимо поджечь. Если у нас нет огненной сабли, то мы не сможем его получить. Также одна из причин, почему мы проходим этот стейдж гораздо позже, чем остальные. So one of the things too is you also, when they do split the stages into 2 areas, it's actually pretty nice when you're learning this game because it refills your HP in between stages, if I'm remembering correctly. So you can kind of tank some bonks in the first half, going into the second half, and muscle your way through the game a little bit more until you get better familiar with it when you're learning to speedrun. Раннеры напоминают, говорят о том, что вот здесь у нас хп-ап. Раннеры говорят о том, что при переходе с первой части стейджа на вторую наш хп возобновляется, поэтому мы не боимся получать так много урона. Суть игры — пройти, побить всех боссов как можно быстрее и собрать все дополнительные апгрейды, которые есть в игре для конкретного персонажа. Этого босса можно бить за пределами экрана, когда он поднимается выше. Ему тоже не особо-то повезло. Нет, плохой паттерн. Плохой RNG, можно сказать. Нет, они не могут выпадать крипов. Эти все апгрейды лежат в определенных местах на карте. So you can melt through all his HP, but it is very hard because you have to get the right pattern and you have to hit all the back and forth twists as well with all that lag while you're off. Можно просто через всех перепрыгнуть. Yeah, and in order to do it, those spider kind of needs to drop down close to the wall, but not like right up against it, because you need to остался последний стейдж up next to him. First time he came down, с собой, или с филином ли, как правильнее сказать. Was right up against the wall, so just completely could not have been worse positioning if the game had tried. Yeah. So we're gonna head into Storm Owl.
This first part of the stage is a pretty straightforward. We can just Стейдж такой take тоже the достаточно through простой, and он очень короткий, so we особенно can первая get a часть. donation or two. Definitely, we Мы просто have садимся a в меха $50 и donation from Zero that says, будем "The просто expert run пролетать story started. No, через this isn't всех happening. боссов, There's заряжая no пушку reason for me меха. to go on. What am I donating for?" That was a great donation. And then we also have a $20 Если бы не этот donation мех, from то этот Thomas, стейдж that says, "Mega Man был бы X4 is the best. достаточно Vamos, намного Luiz сложнее. Miguel." На мех Yeah, просто he's делает его trying his бесплатным. hardest. The game is not wanting to give him maximum velocity, though. It do be like this with speedruns, unfortunately, but he's doing the best with what he's got for sure. Сейчас будет скип, So надеюсь. normally we'd have like a Да, pretty tight ух. movement section here with X. This is where you would actually get the Buster upgrade and По идее, там мы должны the button были you get. проскочить But you на have to like try not to headbutt the spikes and на платформе use двигающейся. web spider's web to jump up. If О, we get a почти. we're getting pretty good hits. Oh, so Очень close. крутая битва с мини-боссом. That's a really tight one cycle Очень there. быстро у него получилось Basically, your побить его. turnarounds on the, Ну и битва с боссом, Wenbu need to be basically с perfect, основным. and your timing of your slashes need to be almost perfect as well. Yeah, Zero can do a ton of damage. He seems deceptively easy when you watch У his этого, but once you get your hands on босса, him, you kind of realize like how tight the inputs for так him are. сказать, to the point слабость к where, атаке it's вот этой дополнительной, not когда slippery. So Owl here has glitched iframes where he doesn't actually как сказать бы, take iframes when you hit him with the third slash, which is why В общем, мы его уже you will do побили. so much damage to him with those third По идее, мы slashes. можем сделать One, you don't 4 trigger his shield with one of your first two атаки And the уязвимости, Raku Hoha ой, attack 4 that атаки, he got from Peacock deals которым kind of like an уязвим epicenter этот босс. attack where Zero Это shoots затянулось pedals надолго, up, the поэтому мы closer, в основном его били the саблей. boss is to Zero, the more pedals hit him, so the more damage it deals. So, Yeah. really nice fight from Luiz there. Yeah, it's about as close as Zero gets to an ultimate attack. I best they were kind of like, well, how are we going to give him a У нас начинается It's like, финальная часть уровней. No, we can't. So the best they could Теперь give нам him is нужно a couple of full screen shots. They give you exactly 4, which can help clearing out a group of enemies, or can be useful in some of the. Здесь уже не будет никаких апгрейдов, нам нужно просто добежать до конца и бить всех боссов, которые будут встречаться. На этом стейдже была небольшая развилка, насколько я помню. Или не в этом ли? Блин, я забыл игру. Нет. Neat movement trick there, where after he got hit midair, it reset his double jump, so he was able to do a triple jump in the air. Неудивительно, что ты не Now играл we're going to finally в эту fight игру. Arnold. Она We не actually такая fought him in a популярная. skipped cutscene before that X normally has to fight, but Zero doesn't. Luiz is going to Ну be и using the наконец-то Yokozuna бьемся here, с which is Colonel's полковником, weakness, and every time Colonel changes his pose, his iframes которого мы actually видели в increase. самом начале игры. You can usually get double hits on him, but sometimes even triple И hits. I'm такие, not quite sure what parameters мы его you побеждаем. set in order for those to happen, Вообще but тут they у do happen sometimes. разработчиков Мегамена вообще очень крутое наименование персонажей. Some bosses you have to hybrid between charged shots and boss weapon and charged boss weapon. Теперь мы видим, что у нас пропала Айрис с нашей базы. Как я напоминаю, что Айрис это была сестра полковника. И так как мы его победили, So now we're Айрис in outer space. пойдет завершать Final weapon, which I guess is gonna семейное дело до конца, laser можно beam сказать. at Earth or something, but, Сейчас будет битва с Айрис. Iris, the Colonel's sister, is not too happy about you. Ну, если кто не понял, то у Colonel, Айрис so и now Зеро she's going to, достаточно близкие отношения, now she's gonna try to take но revenge. между отношениями и семьей Айрис выбрала семью. Айрис извиняется за все это. И тут супер легкий босс-файт, если не позволить Айрис сдвигаться с угла. Нам нужно бить вот по этому кристаллу. In this fight, Luiz is doing И я надеюсь, нам покажут flashes катсцену. and then a revenge
engine does more damage, but if you use it while you have iframes, you just go straight through her and just Пожалуйста, покажите касцену, Луис. cause a bunch of hit lag, so Да, that's нет. grenade his attacks there, so he only uses it when he can bonk her hitbox to interrupt it. Там супер драматичная касцена. Just a very, just a little bit. Самый миметичный Infamous момент Zero во всех fighting for cutscene. играх по Мегамену. If you are familiar with this game, I'm sure you already have it Прям imprinted in your memory. супер такая драматичная. Я прям всем рекомендую, если кто-то еще не смотрел, You don't even have to see it anymore. It's посмотреть. in your mind's eye. So, Следующий босс это генерал. general fight, based on how the Просто полковник, конечно же, генерал, почему нет? I think we can already have kind of an idea of what's going to happen here. На словах, что там должно быть. Floating across the room with Зеро подбегает к Айрис. Айрис извиняется and he can do it twice. за свои действия. Or he can just shoot his fist Говорит, out, что which is the optimal pattern. Зеро, пожалуйста, сделай так, чтобы... Зеро, сделай мир, в котором люди и реплоиды будут жить вместе, бок о бок, и умирают. А Зеро... Зеро очень не печален этим. Он долго самокопается и заканчивает фразу таким выкриком, типа, для чего я вообще сражаюсь? What am I fighting for? So this is the pattern that we wanted to see at the beginning of the fight. Once he puts his fists there, Я думаю, he она just держит stands there Айрис and, на руках. with SVC, and he even has glitched Там iframes on your normal самый flashes драматичный and момент. damage per frame, so your SVC hits even harder than against normal bosses, as long as you do it with Но a не настолько драматичный, slow, как specific rhythm. смерть Зеро в Мегамен Zero 4. Every time, every time. Yeah, that's how Нет, this game is. Every time you финальная. do a run for yourself, you can actually Финальная use an ветка. RNG, and like it doesn't feel like everything is against you. Мегамена You do a marathon X4. run, and the game's like, all right, good, it's time for me to earn my. По классике, I gotta get my money рефайты. now. It's time for you to pay. So the Dragoon fight is the refight is basically the same as the first fight. The only difference is that he's going to be wanting to dodge the Shoryukens instead of tanking them, because he has to. Нет, не на ВР. Он даже близко не на ВР. Getting a very good pattern, the fire breath attack. Fine. Double fire breath. Нормальная бита. Хорошая. Are we gonna see like a Нам повезло, legendary что boss rush here, or is this just a one out of Магма eight? Драгон The rest of them are gonna be all. решил 2 раза атаковать его огнем. We'll see with the. Let's see if Spider is kinder this time around. Рефайты в He's going порядке to get a очереди. second chance, hopefully, at the quick kill here. Здесь Like, неважно, fight at the apple, but it как ты once будешь again их проходить. depends on if the game decides to give him the spacing he needs to do it. Вообще порядок You рефайтов can get some kind of важен close, только but в if it's too far Мегамен. away, you can get a couple of extra hits, but Мегамене ННС с первой по 6 части. Потому что там переключение оружия через... yeah, this is the end boss. Молодец. Oh, nice. Потому что там переключение оружия через кнопку паузы. Во всех остальных переключаться можно на левый и правый шифты. Kind of needs to be right next to where Zero was in order to get the quick kill. But there he was just too far away, so Luiz was able to get a little bit of damage glitch, but not enough to get the skip the desperation attack where he turns invulnerable for like 10 seconds. Yeah, I got that phase shift. That's the unfortunate reality with some of this stuff. It's all or nothing. Getting some of it is nice, but really what you're trying to avoid is that animation starting up the second phase of the fight. And another, I guess we're just going to see this all day from Peacock, huh? Well, the Peacock refight is different from the first fight. RNG doesn't really matter here because you lost your normal air slash. The Koenbu only does 2 damage compared to the original air slash's 3 damage. So, I see. This fight doesn't really matter. You just RNG, you just spam
your engine, and the next two boss fights, Stingray and Slash Beast, Ой, are так ничего basically интересного, the по same, so I сути. think we have time for a donation or two. Просто бьем боссов по All очереди. right, we have a $50 donation from Rex Ammo that says, "What am I fighting for? X4 is my favorite game. Shout out Там to my залетают little донаты brother Jason." фразой «What am I We also fighting have for?» $100 from the Sound Defense that says, "What am I donating for? Oh, I just checked the prices Мемет for на it эту on тему. offer. That's what I'm donating for." Thanks, GDQ. Probably can do a few more. All right, I have a $25 donation from Red Dread 13 that says, "I was debating if I should donate right now. Zero answered for me with yeah, ha, yeah, wall, yeah." So here you go. Amazing Смешные run донаты. so far. Let's keep it up. Oh, it's so easy to forget that on our end as commentators because У нас там осталось три, по-моему, босса. Like, oh, that's right. That's a thing that happens when USDC. И ни с одним из этих боссов не поменяется вообще стратегия. Никак. Gotcha. We have a Вообще все $500 то же самое. donation from J Lone that says, "Thank you for being there and bringing so much entertainment, all for a noble cause." В этот раз этот босс был не такой уж Hear the mashing. Yeah. податливый, как предыдущий. Pure skill, ladies. Все равно очень быстро Pure skill. Nothing but skill. зарубили I tell you саблей. what, you try and do that on your own, and you're just like, how do people do this? And it's So you just, go ahead. this next fight, the split mushroom fight, is the fight that's most different from the first iteration, and it's probably the most difficult refight. Since you don't have the normal air slash, the Kuenzon deals less damage. Хэтфилд говорит, But что you do have split mushrooms, which can stun split mushroom, and it can destroy битва these, rainbow с грибом here. очень сильно отличается от So it significantly битвы changes the second первой half of the fight. Luiz из-за using полученных multiple slashes обилок. and the Raijin Geki attack here, which he can actually combo into his combo slash in order to give it a faster animation. Тоже ничего такого сложного нет. And a nice fight from Luiz there. If you get enough of the preliminary, У него высокая скорость атаки, потому что он отменяет комбо и начинает новое каждый раз. Поэтому кажется, что он быстро атакует. Yeah, but it was very close. Такая особая техника в спидранах. Мегамен X4 и X5. Не помню насчет шестой части. По-моему, в X6 тоже можно так делать. Да, это на самом деле не так сложно, как кажется. Нужно чуть-чуть попробовать, чуть-чуть потренироваться, и все получится. Это последний босс в ульфайтах. Good luck, Luiz. We also have $100 from Rosian, I hope I pronounced that right, that just says, "I wonder what kind of pizza А, нет, Zero еще likes." одного босса пропустил. Luiz not going for the health upgrade here, liking to live dangerously. Yeah, let's see what happens. Why not? We got to make up for all that bad RNG somewhere, right? We're definitely not inviting any sort of disaster. Luiz can do this, I have faith. Изи. Really nice. Nice. Alright, nice. Ну и теперь последняя Really битва с high боссом. damage Rakugo's in there. You don't take damage when you're doing the animation, so А, you want Owl to float Тут, короче, в конце выясняется, when you're doing it in order to get the выяснилось, max что damage. на самом деле это их Сигма стравливал между собой, эти две организации. That usually happens, but Ну и Зеро хочет отомстить not very likely. за все содеянное и убить Сигму. В четвертый раз. So we're heading into the final couple of Серии. fights with Sigma. Luckily, we get a full recharge, so we don't have to bother. Но это не в последний раз. We can pick this stuff up to put it. Сигма убьет еще 4 раза, как минимум, So there's no reason not to grab it because we don't get any. насколько я помню. Filling up. It's better to have some extra HP in the tank with zero. Первое- Because you kind of have to be первое, dangerous in these fights. Первая стадия Сигмы очень легкая. Sigma Def. You can only deal damage to him with fire attack, so for Zero that's a Ryu engine.
У него уязвимость к огненной сабли. После 2 атак он... после 2 появлений Сигма проводит свою атаку. 2-я стадия. Вот эта стадия уже достаточно посложнее, но мы тоже просто его за слэш канцелем. Главное не фейлить. И сейчас начнется 3-я фаза с Сигмой. Самая сложная. Вот и 3-й фазы 2 разных тела Сигмы. И нам нужно их по очереди убить обоих. Attack from, as well as a Sigma on the ground, which he's going to hope for another specific attack from in order to get a quick kill. So, вот, это второе тело Сигмы. У него не получилось немного за этот сделать слэш канцел. Отлично, ему попался хороший паттерн. Поэтому мы будем просто в воздухе его бить, пока он проводит свою атаку. Найс. И осталось совсем чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Да, все. Все, это GG. Время остановится, когда мы подбежим к концу платформы. За этой дверью. Конечно же, самоуничтожение. Все такое. Мы встречаем генерала, с которым мы сражались, который извиняется за все неприятности и позволяет Зеро сбежать, тем самым задерживая. Ну, короче, он взял весь удар на себя. И Зеро сваливает прямо в последний момент. Точно так же, как Самус. И пока летит обратно, ему снится страшный сон про... про одного из боссов предыдущей серии. Looks like the time was 44:54. With an estimate. 44:54 was the time. Yeah, that's Мы можем взглянуть на Айрис последний раз. I hope you enjoy You it. guess. Yeah, that's Luiz. He's pretty hard on himself. He's a really good runner, does a lot of Mega Man X stuff. If you're okay with some Brazilian chat and him speaking mainly in Brazil, Portuguese, you can check that. Если бы это была японская часть, японская игра, то здесь бы играла крутая песня в концовке. Yeah, I hope you enjoyed. Thank you, Sid and Hatfield for the commentary. Но американцев решили обломать, и никакой песни не добавили, а просто добавили какой-то унылый музончик. And see ya. Yep. Yeah, Hetfield doesn't really